Готовься не летом, а телегу зимой. Именно так звучит пословица. Сейчас как раз зима, и сейчас как раз мы поговорим с вами о телегах. И да, не удивляйтесь тому, что хронология будет меняться. Зима, лето, осень. Дело в том, что это видео я снимал на протяжении нескольких лет, и только сейчас дошли руки до монтажа. Так что смотрите, что получилось и какой опыт из этого я извлек. Если вы живете в отдалении от крупных городов, то каждую весну происходит примерно одно и то же. Каждый раз нужно переместить землю, кирпичи, камни, доски и прочее из одного места в другое. При этом лично я часто использую обычную садовую тележку. Она сильно облегчает наш труд и делает его более эффективным. Правда, толкать груженную телегу в гору, а также по сырой земле или по песку – задача не из легких. Толкать ее при этом приходится с удвоенной силой. Ехать в горку тоже нелегко. И это все век высоких технологий, айфонов и всяких электронных гаджетов. Наши телеги не сильно изменились со времен изобретения колеса. И я считаю, что нужно внести небольшой вклад в их эволюцию. Первым делом определимся с тем, что нам потребуется для нашей экзотелеги. В качестве электропривода я возьму запчасти от гироскутера. Это дешевый источник мотор-колес, полудохлых АКБ, плат управления, и все это за вменяемые деньги. К этому надо добавить ручку газа, чтобы плавно регулировать скорость нашей телеги. Ручку газа я взял самую дешевую, какую только нашел на Алиэкспресс, стоимостью примерно 350 рублей. В качестве трансмиссии я смотрел довольно много разных вариантов. И обычные клиновые ремни, и цепную передачу. В конечном итоге я просто пошел в ближайший магазин автозапчастей и купил комплект от ГРМа, обычного ВАЗа. Все ГРМы имеют передаточное число 1:2. И если у вас есть какой-то подходящий бэушный, вы совершенно спокойно можете его точно так же использовать. В общем, для реализации этой идеи, я думаю, что мне могут подойти комплект ГРМ от «восьмерки». На самом деле я много всего смотрел. Я думал, что возможно сделать вообще на лазерной резке шестерню. Сейчас будет много всяких проблем с крепежом звездочки к колесу и с крепежом второй маленькой звездочки к ведущему колесу электрическому. После этого мы прошлем контроллер, ну и все будет работать, как мне кажется. Попробуем реализовать. Собственно, идея состоит в том, чтобы закрепить большую шестерню от распредвала на колесе телеги, а шестерню от коленвала на колесе от гироскутера. Первым делом прикручиваем наше мотор-колесо к маленькой шестерне коленвала. Крепить шестерню будем винтами. Так как шкив не имеет боковин, ремень может соскальзывать. Чтобы этого не происходило, я добавлю две большие шайбы по бокам. Собираем все это в обратном порядке. Нужно убедиться, что винты не задевают внутренние элементы мотора и внутрь не попала металлическая стружка. Вот примерно как-то так пока что получилось. Я снял резинку с диска, чтобы она был меньше зазор. Сам моторчик стоял чуть выше, и резинка не дерлась по, как правильно назвать, корзину. Ну, в общем, вот эту штуку. Смотрите, как это все сделано. Подрегулировал звездочку, чтобы стоял более-менее ровно, с минимальным биением. Потому что все-таки это такое болтовое соединение. Сверлил я все от руки. Здесь я закрепил двумя болтами. В самой балке я прорезал пазы, для того, чтобы можно было регулировать натяжение ремня и смещение относительно основного маховика. Плата управления идеально входит в такую коробочку. Немножко пришлось отрезать имушки, которые запаковывали. Поэтому там даже ничего видится. В общем, пока я строил этот аппарат, я пришел к некоторым выводам. Во-первых, редукция 1:2, которую дает ременная передача от ГРМ,
достаточно слабовато для перевозки чего-то тяжелого. И второй момент – это то, что на руках все равно придется этот груз тащить. А это достаточно тяжело, потому что нагрузить мы всегда хотим побольше. Я слегка переделал конструкцию. Я напечатал на 3D принтере вот такое вот колесо. Редукция у меня стала 1:3. И, на мой взгляд, это оптимальное соотношение для тележки. Печатал я АБС пластиком, и получилось очень неплохо. Файл STL, если кому-то нужно, я приложу по ссылке в описании к видео. Сама шестерня теперь маленькими винтиками прикручивается к шайбе, а та, в свою очередь, прикручивается к мотор-колесу по-прежнему 4 болтами М8. Сейчас редукция составляет 1:3. А также из-за того, что я не слишком точно все сверлил, есть некие неточности, и ремень слегка ослабевает, либо натягивается в зависимости от того, насколько криво стоит моя шестерня. Чтобы это победить, я поставил самодельный натяжитель, который прижимает по слабой стороне ремня. По итогу тестов могу сказать, что редукция 1:3 оптимальная по скорости и развиваемому усилию. В целом можно заехать даже на ступеньки, что в обычном варианте недоступно. Так что вышло по деньгам. Гироскутер с более-менее живым АКБ стоит примерно 3000 рублей, с учетом доставки на Авито. Ремень ГРМ я покупал, и он мне обошелся в 835 рублей вместе со всеми шестеренками. Ручка газа с Алиэкспресс 350 рублей. Кусок трубы и винты у меня были. Итого на модернизацию я потратил 4185 рублей. По-моему, более-менее дешевый вариант за такие навороты. Замотался, так сказать. Ну и для теста я выбрал тротуарные плитки, которыми я буду нагружать телегу. Вес каждой плитки около 5 кг. Влезло 40 плиток. Это примерно 200 кг. Вообще, развивая эту тему электрифицированной телеги, главное вовремя остановиться, потому как довольно быстро все упирается в какой-то трактор. В моем варианте телега нужна для узких тропинок, и поэтому я использую только одно колесо. Это добавляет маневренность на узких участках. Но в целом есть мысли, куда развивать это. Я думаю, через какое-то время будет еще видео и другие этапы модернизации тележки. В общем, вот полная тележка кирпичей. Спокойно, абсолютно. Единственное, что нужно приподнимать саму телегу. Больше ничего делать не надо. Она тебя тянет сама. На старте вес большой, она чуть-чуть напрягается, местами проскакивает ремень, все-таки натяжение дает о себе знать. Все нормально, работает. В общем, я нагрузил телегу так, что у нее ручка в конечном итоге сломалась. Теперь точно надо придумать что-то.
во время эксплуатации у человека есть такая опция. Раз едет, его надо грузить на максимум. И в итоге у меня сломалась ручка телеги и лопнуло колесо. Ручку пришлось усилить, а колесо заменить на невзрывающееся цельное. Единственное, что его пришлось доработать, проклеив в местах примыкания с диском, иначе оно прокручивалось. Ну и наверняка вы обратили внимание на то, что вначале у меня шестерня крепилась на шпильках. Но после пары замены колес я сделал универсальный переходник, который фиксируется на любом колесе при помощи болтов. Главное их равномерно затянуть, чтобы все ровненько зафиксировалось. Ну и что касается эксплуатации зимой. Дело в том, что в мороз контроллер, который установлен в плате гироскутера, он очень капризный к холоду. При нулевой, либо там чуть-чуть до плюс 5 он не работает, не запускается, и, соответственно, эксплуатация зимой усложняется тем, что приходится каким-то образом отогревать этот чип. Если заменить плату гироскутера на самый обычный дешевый китайский контроллер, то проблем таких не будет, и вы сможете круглогодично использовать этот электропривод на своей тележке. Ну, на моем канале не часто выходят видео, так что если вам они интересны и вы не хотите их пропустить, пожалуйста, подписывайтесь. Ваши просмотры, ваши лайки, ваши комментарии – это единственная награда, которую я получаю за свой, скажем так, труд, за свое повествование. Разработка новых устройств – это всегда достаточно долгий процесс, как вы видите. В данном случае это около 2 лет снималось кусочками, модернизировалось, тестировалось. К сожалению, мы не можем выпускать так часто, как хотелось бы выпуски. Ну и всем пока, до новых встреч. Надеюсь, это видео было полезно для вас.